Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня я предлагаю тебе порисовать вот такую улитку на грибочке. Рисунки с малышами. Ну что, начнем? Для начала мы возьмем с тобой маркер и начнем рисовать грибочек. И я нарисую вот такую выгнутую линию. И со второй стороны выгнутую. Это у нас будет ножка грибка. Здесь я замкну вот таким полукругом. Будем рисовать шляпку у грибочка. Вот такой овал. Изогнутый. Это у нас будет низ шляпки. И здесь будут вот такие полосочки. У грибочка снизу такие шторочки, я бы назвала их так. Потом мы их закрасим с тобой разноцветными карандашиками. Вот так нарисуем с этой стороны и с этой. Не торопись, если не успеваешь, попроси маму поставить на паузу. А здесь я нарисую улю. Рисуем голову ули. Это у нас кружок. Здесь у нас будут рожки. Один и второй. Здесь я нарисую прическу, как у бабушки для ули. Закрашу сразу ее черным маркером. А здесь у нас будет куртышка. Нарисуем глазки ули, 2 точечки и ротик. Будем рисовать ули тельце. Посмотри, вот такой волнистой линией мы рисуем ули тельце и затем сразу же рисуем ракушку. Ракушка у нас будет спиралькой. Вот так закручиваем спиралькой ракушку. Оп! Вот так. Здесь мы дорисуем тельце. А здесь мы дорисуем грибок, на котором сидит наша уля. Снизу у нас будет травка, в которой сидит грибочек. А вокруг мы нарисуем камешки. Рисуем камешки разной формы, какой тебе нравится. Украсим ули кушку вот такой волнистой линией. И здесь я закончу. И поставим вот такие точечки. И наша ракушка ули будет похожа на розочку. А теперь будем раскрашивать наш рисунок цветными карандашами. Я возьму коричневый карандаш и закрашу вот так вот ножку нашего грибка. Быстрыми штришочками я закрашиваю вот такими наклонными. У меня акварельные карандаши. И потом в конце мы с тобой их размоем водичкой. Если у тебя нет акварельных карандашей, тоже ничего страшного, просто закрашивай простыми цветными карандашами. Шляпку гриба я закрашу красным цветом. Закрасим травку зеленым цветом. Закрасим камешки серым цветом. Старайся закрашивать аккуратненько, не заходить за линию. И вот здесь, в этом месте, я тоже закрашу серым цветом, потому что у нас там тень. Нарисую тень также у улитки снизу. И на камушках вот в этом месте. Возьму ярко-голубой цвет и сделаю нашу улитку яркой, чтобы
чтобы наш рисунок был насыщенный, яркий, будем раскрашивать его яркими цветами. Закрашиваю вот этот промежуточек между волнистой и прямой линией голубым цветом. Ты можешь закрашивать таким, каким хочешь, тем цветом, который ты любишь. Вот так я закрасила. Забыла здесь поставить точечки. Теперь я возьму розовый и вторую часть закрашу розовым. И у нас такая яркая получается улиточка. Посмотри, я не залажу за края. Я закрашиваю аккуратно. И ты тоже так делай. Вот так. Теперь закрашу саму улиточку розовым цветом. А теперь начну раскрашивать вот эти места разноцветными карандашами. Хочу, чтобы грибочек у меня был необычный, яркий. Бери любые яркие цвета, какие тебе нравятся. И каждую из этих частичек закрашивай разным цветом. Вот здесь сделаю голубым. А здесь желтым. Здесь фиолетовым. Посмотри, какой яркий грибочек у нас получается. Здесь сделаю бирюзовым. Снова желтым. Оранжевым. Оранжевым закрашу еще вот здесь. Возьму зеленый, покрашу здесь. А здесь голубым. Здесь снова желтым. Возьму вот такой красный яркий цвет. И закрашу еще поверх того красного, которым я нарисовала, вот таким насыщенным цветом, чтобы у меня грибочек был еще ярче. Возьму серый карандаш и чуть-чуть вот с этой стороны левой добавлю цвета серого. Здесь у нас будет тень. Теперь я хочу сделать яркими камушки. Беру разные цвета и закрашиваю поверх того, что мы покрасили уже серым цветом, яркими цветами. Вот я закрасила карандашами цветными, акварельными нашу картинку. Теперь я возьму кисточку и чистую воду. Так как у меня карандаши акварельные, буду картинку нашу делать ярче. Вот так смоченной кисточкой просто провожу по тому месту, где раскрасила карандашом. И красочка размывается и становится как акварель. Мамы и папы, не бойтесь покупать детям хорошие материалы, качественные. Так мы познаем жизнь в лучшем ее варианте и учимся рисовать приятными материалами. Улиточка становится розовой. Посмотри, как меняется цвет. Он становится ярким. Но посмотри, я вначале закрашиваю один цвет,
только потом другой. Это нужно для того, чтобы у меня не смешались красочки. Вот такими штрихами сделаю траву. И теперь каждый цвет, вот я теперь делаю зеленые все, затем желтый, фиолетовый, голубой. Посмотри, он какой становится яркий, наш грибочек. И вот здесь немножечко добавлю водичкой, размою травку. Вот такая уля на грибочке у меня получилась. Надеюсь, у тебя тоже все получилось. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.